Она была беженкой. Она буквально приехала в Соединенные Штаты из бомбоубежища в Украине, чтобы спастись от войны, и просто шла по своим делам. Она возвращалась домой с работы на трамвае, как мы все это делаем каждый день, и была жестоко убита. 65-year-old man's life during a robbery in 2000. The material, Всем привет, это подкаст «Настоящее преступление». Меня зовут Николь, рядом со мной Оля, и в сегодняшнем выпуске мы бы хотели разобрать одно нашумевшее дело, которое разворачивается прямо сейчас. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, так как мы собрали все факты, которые известны на данный момент. 20-летняя Ирина Заруцкая переехала из Киева в США со своим братом, сестрой и матерью. Отец остался на родине, так как мужчин призывного возраста не выпускают за границы страны. В США Заруцкая училась, работала, занималась волонтерством. Когда она только переехала, она еще плохо знала английский язык, но уже через несколько месяцев девушка нашла работу и влилась в общество. Она стала помогать соседям, начала ходить на курсы при местном колледже, она хотела стать помощником ветеринара, помогала соседям с детьми, выгуливала собак. Родственники, у которых они жили, говорили, что девушка с самых первых дней, как только она получила документы, сразу же устроилась на работу и начала помогать семье. Утром накануне трагедии Карлос Брайан-младший пришел к матери и попросился переночевать. Она накормила его, обняла и отправила в приют, где он часто ночевал. 21:46. После смены в пиццерии Ирина садится в пригородный поезд города Шарлотт в районе Саут-Энд. Недавно она устроилась на вторую работу, чтобы поддерживать мать. Это вообще очень острый вопрос для россиян, как я поняла по комментариям. Кто-то говорит, что это был автобус, трамвай, метро, пригородный поезд. Это был легкорельсовый транспорт. Это что-то среднее между трамваем и метро. Если кто-то бывал в Волгограде, то это вот волгоградские трамваи, которые и в подземке, и снаружи как бы. На что это влияет? Это общественный транспорт? Какая разница? Какой автобус, метро, троллейбус? Ну, почему-то людей это очень сильно задело. Типа их дезинформируют, вы посмотрите. Кто-то сказал в автобусе, кто-то сказал в метро. Они хотят правды. Я говорю правду. А пригородным его, возможно, называют, потому что линия тянется до границы с соседним городом, и как бы через центр, проходя, она идет в пригород. Наверное, по этой логике. Ну, в общем, в вагоне всего несколько пассажиров, каждый занят своим делом. Ирина также погружена в телефон, она в наушниках, не обращает внимания на пассажира позади нее. Это был Де Карлос. Он в капюшоне, в красной толстовке, наблюдает за девушкой и что-то крутит в руках. Постоянно потирает лицо руками, как будто бы его мучают какие-то мысли. И спустя всего 4 минуты мужчина резко встает и наносит 3 ножевых ранения Ирине. Она подгибает колени к себе, пытаясь успокоиться и понять, что вообще произошло, бросает взгляд на убийцу. И буквально через несколько секунд она падает. Убийца проходит по вагону, снимает кофту и перематывает себе руку, он ранен. За ним тянется дорожка из капель крови. Окружающие просто сидят. И непонятно, они не поняли, что произошло. Хотя как бы я видела запись, и понятно, что мужчина над девушкой там что-то совершает, и потом отходит от нее. Она какое-то время сидела, закрыв лицо руками, просто сидела. Когда он прошелся по вагону и вышел уже на следующей станции, тогда все бросились к девушке, начали там кричать, все, остановили поезд, и уже через несколько минут его арестовали. Ну, я думаю, что там, не знаю, сколько было народу, может быть, кто-то боялся, кто-то реально не увидел, потому что также там кто-то в телефоне, что-то в наушниках. Эти люди вообще могут не заметить, что происходит вокруг, там не обращают внимания. Я не знаю, возможно, было бы ей помочь или нет, потому что если он повредил ей горло, видимо, артерию задел, потому что она умерла очень быстро. Ну, как-то, если бы начали ей сразу помогать, я думаю, могли бы потянуть время, и у нее бы был какой-то шанс хотя бы. Ну, это так, мои соображения. Это неизвестно, да, опять же. Постфактум очень легко рассуждать и говорить, что бы кто сделал, конечно. Что касается личности убийцы, Де Карлосу-младшему было 34 года. Замечен системой правосудия более 10 лет назад. В его послужном списке кражи, вооруженные ограбления, несанкционированные вторжения со взломом и неоднократные эпизоды насилия. Портал 24 СМИ сообщает, что первые записи о его арестах датируются 2007 годом.
В 2014 году на юго-западе Шарлотта он угрожал пистолетом и ограбил человека. Дома у него нашли эти вещи, которые он украл, посадили его на 5 лет. Далее, в 2022 году его также арестовали за нарушение общественного порядка. Он кричал, ругался и мешал окружающим. О семье Де Карлоса известно немного, но, в общем-то, достаточно, чтобы понять, где он рос, с кем он рос. Его братья, сестры и отец также имеют богатые криминальные истории за спиной. Брат Брауна-младшего Стейси убил 65-летнего мужчину и сбежал от полиции в октябре 2012 года. И говорят, что он был в том же поезде, видимо, следовавшем в том же направлении, где и произошла трагедия после. Брата приговорили к лишению свободы от 27 до 36 лет, и в тюрьме он умудрился совершить еще 44 правонарушения. Он что-то взломал, что-то украл, на кого-то напал с применением смертельного оружия. Как он умудрился все это сделать в тюрьме, мне немножко непонятно, конечно. Талант у человека. Сестра Де Карлоса, 33-летняя Трейси Браун, имеет судимость, которая включает кражу, сговор с целью совершения тяжкого преступления, угон транспортных средств, сопротивление должностным лицам. Ну и отец семьи Де Карлоса. Его также арестовывали, как сообщается, за проникновение со взломом, сговор с целью совершения тяжкого преступления, кражу и хранение оружия в университетском кампусе в 90-м году. Семейка отличная. Примерно. После освобождения в 2020 году Де Карлоса резко ухудшилось состояние психического здоровья. Ему диагностировали шизофрению, он страдал паранойей и галлюцинациями. Также известно, что сестра подозреваемого поделилась с Daily Mail аудиозаписью телефонного разговора, который состоялся через 6 дней после того, как его задержали. Там он рассказывает своей сестре, что, по его мнению, правительство внедрило в его мозг инородные материалы и контролировало его действия. А также он утверждает, что Ирина читала его мысли. So you said something in your body did what? Nah, the material, put it like this, the material using my body to stab the lady. You know that's not me. I'm talking about just for no reason. But since they did that, now they gotta investigate the material my body is supposed to. Мать убийцы после произошедшего сообщила местному телеканалу о том, что еще после выхода из тюрьмы Де Карлос уже начал говорить какие-то странные вещи, вел себя довольно агрессивно. Мать добилась от суда принудительной госпитализации. Брауна поместили на 2 недели в психушку и поставили ему диагноз шизофрения. После этого они его, конечно же, отпустили, но его поведение также оставалось агрессивным, и он даже как-то напал на свою сестру. Она не стала подавать на него заявление. Но она просто его забрала потом, впоследствии. Но, наверное, зря она это сделала. Да. Также в январе этого года Брауна задержали за ложный вызов 911. Он утверждал, что некие искусственные вещества контролируют его тело. И несмотря на криминальное прошлое и отсутствие жилья, судья все равно его освободила под письменное обязательство явки в суд, на заседании которого госзащитник заявил, что человечек не в себе. Он сказал, что его нужно проверить, его опять отправили на обследование, сколько их было в его жизни. И после этого точно так же, я не знаю, лежал он в каком-то там стационаре какое-то время или нет, но его отпустили на волю, прописали какие-то таблетки, дали рекомендации по обращению там в соцслужбы, но если человек не в себе, живет в своем воображаемом галлюциногенном мире, ну, конечно, он никуда не пойдет. С матерью она все-таки опекун? Нет. Опекун — это когда ты признаешь человека недееспособным, и за него все решения принимает кто-то взрослый. А этот, был как будто бы здоров. А он не был здоров. Просто после диагноза, когда уже поставили диагноз шизофрении, разве сразу не должны прикрепить какого-то опекуна? Или это там Нет, так не сработало? Все шизофреники недееспособные? Не, да. Слишком такой обширный диагноз, там разные формы бывают, люди, живут с этим. Просто у него еще было состояние психоза, вроде как. Там
у него был букет Мгм. просто из болезней, и он впадал в агрессию. То есть там в каждом случае в отдельности надо смотреть на человека. Ну, просто А все здесь, его действия, различные нападения, странное поведение, звонки в полицию, какие-то кражи, ну, то есть такая цепочка, которая идет, говорят о том, что ему требуется опекун, либо лечение, если это поболеть, если все-таки это связано с шизофренией, с его расстройствами и так далее. Вопреки, в общем, всему, что мы как бы и так знаем об Америке, и о чем рассказывают релаканты, там реально очень много сумасшедших на улицах ходит, но у них существует принудительное психиатрическое лечение, если доказано, что человек представляет опасность для себя, либо представляет опасность для других, что как бы в этом случае и было. И почему в этот раз не сработало, непонятно. Может быть, потому что как бы является редкостью и очень строго регламентировано. Может быть, каждый раз они находили какую-то лазейку, либо я знаю, что он иногда вообще просто не являлся. И он как бы бездомный, я не знаю, его не искали или вообще как это... Думаю, что он даже никакую лазейку он не искал, ему точно было не до лазеек всяких. Он просто, на него забили, такое ощущение, как сам так пусть и живет, делает, что хочет, а потом вот такое происходит. Ну, в общем-то, инициатива хорошая. Я не помню, 50-е или 60-е года как-то это все благородно оформлено, то есть освобождение больничных коек, сокращение их, и люди, они не просто где-то изолированно проходят лечение, они возвращаются в социум, там им какие-то дают лекарства, но если человек опасен и для себя, и для общества, это немножко, нерабочая схема, и как бы, можно было найти золотую середину, почему у людей всегда случаются вот эти перегибы, мне просто непонятно, в чем сложность сохранить какой-то баланс. Идея ведь действительно хорошая. Ну, я не Как знаю, мне мне кажется. кажется, они сейчас за это возьмутся, потому что, как ты сказала, правда, что по улицам очень много бомжей и сумасшедших и так далее. Может быть, они после этого случая что-то поменяют? В общем, у Брауна было зафиксировано 14 эпизодов правонарушения, психические расстройства, и это не помешало ему в тот вечер сесть в поезд, разгуливать спокойно по улице, сесть в поезд и даже не приобрести билет. Просто захотел и зашел. Как развивается дело на данный момент, что известно? По сети расфорсилось видео, где Брауну якобы выносит смертный приговор, но это все фейк. На самом деле на видео запечатлен другой преступник, осужденный за убийство в Огайо. На самом деле Браун отправлен на обследование 60-дневное очередное. Да, на данный момент он находится под стражей. Федеральный прокурор говорит, что это может тянуться гораздо на более долгий срок. Это может увеличиться и на обследование, и там может быть какое-то последующее лечение и на год, чтобы он все-таки уже предстал перед судом, осознавая, что он сделал, кто он, где находится. Де Карлоса обвиняют в убийстве первой степени на уровне штата, и на федеральном уровне ему предъявлено обвинение в убийстве в системе общественного транспорта. Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что они будут добиваться максимального наказания по федеральному обвинению. Расс Фергюсон, федеральный прокурор Западного округа Северной Каролины, говорит, что никто не должен испытывать страх, сидя в трамвае. Он заявил, что именно благодаря видео с камер наблюдений они теперь могут найти основания, чтобы предъявить ему именно федеральное обвинение. Сам по себе этот акт не являлся преступлением федерального уровня, но те последствия, которые он повлек, прокурор сравнивает их с террористическим актом, потому что общество дестабилизировано, люди боятся заходить в транспорт, люди боятся гулять по паркам. И вот это все им дает основание так поступить. Плюс власти переживают, что если его будут судить только на уровне штата за убийство первой степени, он может как бы через несколько лет, может быть через десятки лет, но все-таки выйти на свободу опять. А они хотят все-таки его посадить на пожизненное, либо казнить. На американской платформе GoFundMe объявили сбор денег на адвоката для Де Карлоса. Организаторы выступили в защиту убийцы, как посчитала общественность, потому что он не несет ответственности за свои действия, а пожертвования помогут бороться с расизмом и предвзятостью. Но мне кажется, по поводу расизма и предвзятости, конечно, они перегнули, потому что он виноват, и это видно на камерах. И виноват он не единожды и в остальных преступлениях. Но навряд ли это прям они защищают убийцу. Потому что в том, что он не нес ответственности за свои действия, они, возможно, правы. Это, конечно, еще раз, в очередной раз при обследовании его не доказано, но, как мы понимаем,
паранойя, галлюцинация, шизофрения, он, правда, мог быть вообще не здесь, у него там какие-то голоса, кто-то ему что-то приказывал. То есть, ну, человек болен. Это его, с одной стороны, не оправдывает, а с другой стороны, если ты обезьяне даешь гранату, и она кого-то подрывает, то обезьяну казнить бесполезно, потому что гранату кто ей дал? Эти же люди дают еще одну обезьяне гранату. То есть он должен ответить за свои деяния. Но эта схема как бы началась не с него, и крайних надо искать немножко пораньше и среди тех людей, которые его раз за разом отпускали. Что касается общественного мнения людей в Америке, то они в данной ситуации не сказать, что сильно разошлись во мнениях своих. Страх объединил всех. Кто-то боится общественного транспорта и улицы, кто-то смотрит на все через призму политическую, кто-то заявляет об обратном расовом неравенстве, что афроамериканцам прощаются преступления. Однако с теми или иными формулировками все сходятся во мнении, что он все-таки должен ответить за свои преступления. И некоторые считают, что также должны ответить те люди, которые раз за разом его отпускали, ну, как и я. Посольство Украины предложило вернуть тело Ирины на родину, но родственники отказались. Она любила Америку и хотели бы, чтобы она покоилась там. Ранее была информация о том, что отец Заруцкой не мог приехать и проститься с дочерью, так как он был призывного возраста и его не выпускали из страны. Но недавно стало известно, что он все-таки смог получить разрешение на выезд. Об этом сообщил представитель ведомства погранслужбы Украины Андрей Демченко. На 21 сентября 2025 года это все, что известно о нем, о семье, о происшествии и о том, что ему грозит. Я всегда боюсь людей. Я всегда боюсь, когда вот человек странный, либо болен чем-то. Я могу это не знать, но как бы если я вот чуть-чуть это как-то чувствую, я стараюсь их избегать, потому что мне кажется, что вот такие немного люди с диагнозами, они довольно опасные, потому что им в голову в любой момент может все что угодно прийти, я не знаю, вот как тот же самый этот Браун-младший. И это пугает. Понятное дело, что в данной ситуации тут вообще тут никак не заподозришь. Мы все ездим на общественном транспорте, садимся, и позади нас может сидеть кто угодно. Да, меня это тоже всегда пугало. Не знаю, честно, как люди там живут. Наверное, с большим трудом, потому что избегать каких-то неблагополучных районов, каких-то улиц, как будто бы ты, не можешь себя нормально, спокойно чувствовать в своем государстве, в своей стране, в безопасности. Ты постоянно должен оглядываться, бояться спровоцировать кого-то, быть готовым к тому, что тебя могут где-то ограбить, и тебе надо просто отдать все, что у тебя есть, и не делать глупостей, иначе вообще лишишься жизни. Уж не знаю, получится у Трампа или нет закрыть всех этих психов, пересажать преступников. Но он только говорит. Он только вещать любит. Он говорит очень много, но, конечно, было бы нормально. Почему у нас психи по улицам не ходят? Значит, это как-то, возможно сделать человеческими силами, как-то своих граждан обезопасить. Опасные люди присутствуют в любой стране. Просто в Америке это уже как-то, не знаю, даже, очень много шуток по этому поводу. Многие блогеры снимают, что вот, там, показывают, сколько на улицах бомжей и так далее. Да, понятное дело, что в сравнении, там, живя в Москве, мы такого просто не видим, но они тоже есть где-то там. Но у нас нет целых районов из картонных коробок просто, там, да. где живут. Я вообще редко встречаю на улицах людей, которые там с собой что-то говорят, каких-то странных. Прям очень редко. За всю жизнь, может быть, раз 5 встречала. И то это такие городские сумасшедшие, которые, в общественных местах, во всяком случае, они кажутся безобидными. Просто все над ними угорают, либо они сами песенки поют. Я до сих пор помню, не знаю, лет 5 назад я ехала в метро, и за мной шла, и начала говорить бабка. Она ничего не делала со мной, но поскольку у меня такой сильный страх, я прям сильно боюсь почему-то вот этих людей, я уходила от нее, быстро шла, я чувствовала, что она за мной, она меня нагоняет, и я такую панику словила. И к тому, что, они тут тоже есть,
Ты что, на мимо прошла? Я не знаю, да, просто когда за тобой долгое время, там даже не мужчина, а даже вроде женщина идет, у нее есть сумка, а что в этой сумке, что у нее в карманах, почему она идет за мной. Непонятно, что у нее в голове в первую очередь. Да, и кто-то, может, к этому поспокойнее там отнесся бы. Я там такая паникерша, я всегда делаю ноги. Еще девушка такая прекрасная была, мне прям... Я вчера как-то не могу. Вчера пока писала сценарий и про нее, когда читала, сколько всего у нее было в жизни, как ее любили родственники, что она там была сердцем вообще семьи, всех связывала, насколько она была добрая, любила животных, людей, детей. Такая вся прекрасная, светлая. Там у нее несколько работ, учеба, еще и волонтерство. То есть, ну, это сверхчеловек. Вот она хотела новую жизнь, она не просто Она хотела в в статусе Америку. беженки. Да, она любила эту страну тоже. Она хотела, чтобы это стало ее вторым домом. И тут просто какой-то бездомный, который вообще хер пойми зачем живет. Ой, а вы что думаете? Напишите в комментариях свои мысли по этому делу. Мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотры. Я думаю, этому делу тяжело ставить лайк, но вы понимаете, как работает сам YouTube. Мы вам новости, вы нам какую-то поддержку, чтобы новости продолжали выходить. Информации очень много. Русскоязычные, я имею в виду, с американскими как-то источниками попроще. Там они говорят в основном одно и то же, потому что у них есть интервью, у них там есть очевидцы, интервью там с матерью, то есть у них нет никакой дезинформации. А у нас то, что уже в переводе, но иногда бывают прям жесткие косяки. Начинают перевирать уже, придумывать. Даже не то, что перевирать, просто либо какие-то ошибки перевода, либо недоосведомленность, а может быть, кто-то и выдумывает, потому что не все, ну, как бы у нас журналисты добросовестно работают, бывают какие-то издания, которые лучше не читать, потому что они делают свои деньги не на правде. Вот. Всем пока.